Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на нашем канале. В этом видео я хочу рассказать о всех работах, которые мы делаем на озимом чесноке в июне. Остался месяц до уборки урожая, потому что в наших краях, это Луганская область, мы проводим уборку чеснока озимого после Петра и Павла. То есть ближе к середине июля. Сейчас середина июня, и вот все, что нужно сделать для того, чтобы не упустить и наши, чтобы труды, которые мы осуществили с осени, начиная весну и начало лета, чтобы они не пропали даром. Вот сейчас очень важные штрихи. Необходимо подготовить чеснок к окончанию выращивания. Давайте его прежде осмотрим. Вот так на данный момент выглядит чеснок. 10 дней назад мы провели листовую обработку серосодержащим удобрением по листу Сера-Оракул Актив, для того, чтобы лучше усваивался азот. Листья наросли, они имеют хороший выраженный зеленый цвет. Начали желтеть кончики, подсыхать. Друзья, это ничего страшного, остался месяц до уборки. И, естественно, сейчас начинается процесс оттока ассимилятов из листьев в головку. Вот перед началом видео я вырвал одну чесночинку. Для демонстрации я обычно всегда видео по чесноку вырываю. Вот, друзья, 5 сантиметров в диаметре чесночина, вот такая головка. Уже началось разделение на зубки. Еще их невозможно будет разделить, но они уже выражаются, они уже имеют, головка имеет бугристость, вот такой, видите, это первый признак, что процесс разделения на зубки уже начинается. Давайте дальше, смотрите, корневая шейка, или начало стебля, сантиметра 2 у нас в диаметре. Здесь зеленый, лист идет хорошо зеленый, в листу и есть то, что нужно головке. Из листа мы сейчас поможем оттоку ассимилятов. Друзья, но прежде чем к подкормке приступим, смотрите, междурядье все у нас прорыхлено. В этом году мы не проводили мульчирование. Обычно я советую проводить мульчирование, но так получилось, что не провели. Почва постоянно влажная, мы увлажняем почву. Чеснок относится ко второй группе растений по потребности во влаге. Поэтому почва всегда должна быть, не сырая, но влажная. 5-7 поливов, если у вас легкая почва, за сезон чесноку озимому необходимо. Конечно, если у вас регулярно идут дожди, заливает, то о каких поливах речь? Как-то были такие комментарии, вы говорите поливы, а какие поливы, у нас идут дожди. Друзья, тут надо подходить, как говорится, с умом. Если идут дожди, естественно, они являются поливами и даже переливами, что тоже очень плохо. При обильных дождях, когда идут дожди, вымывается азот, растения могут пожелтеть. Поэтому вот такая проблема может появиться. Друзья, что касается поливов, что касается мульчирования и увлажнения почвы. Сорняк мы вычистили весь, сорняка не должно быть, потому что сорняк — это первый конкурент культурным растениям за влагу, за питание, за освещенность. Если сорняк высокий, вымахивает выше культурного растения, понятное дело, что за освещенность он становится тоже конкурентом культурным растениям. В прошлом сезоне я показывал, как выглядит, какая разница у растений с удаленной стрелкой и у растений с неудаленной стрелкой. Посмотрите сейчас, пожалуйста, фрагмент прошлогоднего видео, друзья, оставлял на нескольких растениях специально стрелочку до конца, до победного, как говорится. Головка в 2 раза была меньше. Поэтому сейчас, в начале июня, мы и проводим удаление стрелок. Можно было проводить и раньше удаления, если у вас есть время. Но сейчас еще стрелочка небольшая, и семена еще не начали образовываться. Вот это соцветие, будущее соцветие. Не нужно допускать, чтобы здесь появились семена. Хотя эта стрелочка уже и так вытянула из чеснока достаточно много питания. Друзья, можно оставить, удалить только соцветия. Вот так вот берем, удаляем. Можно покороче удалить. Но часть ассимилята находится и в этом стебле, в центральном, который выносит цветонос. И этот ассимилят можно, в принципе, оставляя на растении, то есть не удаляя его полностью, можно этот ассимилят перегнать нашей сегодняшней подкормкой в
головочку тоже будет маленькое укрупнение. Так что удаляйте, еще раз удаляйте на ранних этапах именно зачатки соцветий чеснока. Ну и наконец, что касается подкормки. Друзья, мы проводили в прошлом месяце, то есть в мае месяце, подкормку с высоким содержанием азота. Она у нас предназначалась для того, чтобы нарастить хорошую зеленую массу. Собственно, цели своей мы добились. С помощью той подкормки достаточно развита зеленая масса, но это не просто зеленая масса ради зеленой массы. Это зеленая масса, которая сейчас нам пригодится именно для укрупнения головки. Ассимиляты, мы их перегоним, и все будет хорошо. Что нужно для проведения подкормки, укрупняющей головку? Это калийные удобрения. Либо это будет полное удобрение с повышенным содержанием калия. По НПК, я думаю, все уже разбираетесь, друзья, что это такое. Либо это может быть просто удобрение калийное. Только ни в коем случае не хлористый калий. Это должен быть как минимум серно-кислый калий, в составе которого находится сера и в составе которого находится непосредственно сам калий. Вот именно калий и помогает оттоку ассимилятов в головку. Калийные подкормки применяются в конце вегетации любых растений, в том числе при подготовке растений к зимовке. Поэтому сейчас исключаем из подкормок за месяц до уборки озимого чеснока азот. Азотные подкормки сейчас крайне противопоказаны, потому что они приведут к ухудшению лёжкости в зимнее время урожая нашего. И азотная подкормка к тому же существенно влияет на то, что растения могут заболеть. Просто головка может заболеть. Никаких азотных подкормок, только лишь калий. Вот, друзья, собственно, все, что хотел рассказать в этом видео. Сейчас вы видите, как выглядит на данный момент. Давайте этот вид, как говорится, можем запомнить. Можете не запоминать. Я в последнем видео через месяц, я думаю, мы с вами вместе уберем чеснок. Вот этот. Я покажу, как подействовала сегодняшняя подкормка калийная. Я же не сказал, наверное, размеры, точнее, объем калийной подкормки. 20 грамм серно-кислого калия на 10 литров воды. Поливаем по поверхности. Почему по поверхности? Мы раньше первые подкормки проливали, делали бороздку. Я показывал, как делается бороздка. И затем проливали по бороздке, доносили локально раствор удобрения. Потому что зубок в начальном этапе находился на глубине 8 сантиметров. Но чеснок, как и многие луковые растения, имеет такие свойства, что он со временем выталкивается. Корневая система как бы отталкивается. И поэтому луковица, вот она уже рядом. Она уже на 3-4 сантиметра от уровня почвы, и поэтому поверхностная подкормка, или полив поверхностный из леечки вполне может удовлетворить все потребности чеснока в элементах питания, которые мы ему захотим донести. Корень, вот если покопаться чуть-чуть, вот он корень. Друзья, вот они корешки уже рядышком. Не буду повреждать, чтобы... сейчас просто рано еще его поддергивать или принуждать более агрессивно к началу созревания. Еще есть время у него для того, чтобы подрасти немножечко именно в подземной своей части. Надземная часть будет постепенно желтеть, будет постепенно, начиная с краешков, усыхать. Не пугайтесь, просто всему свое время. Время зелени на озимом чесноке в июне месяце подходит к концу. Начинается время пожелтения, друзья. Это все естественно, это все природно. А я на этом свое видео закончу. Надеюсь, для вас оно было полезным. Спасибо за внимание. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.